Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про автомобильные эксплуатационные материалы. Сегодняшняя тема – стабильность бензина. Но прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать то, что сегодняшняя тема, скажем, является продолжением моей предыдущей темы о бензине в целом. Сегодня просто, скажем так, поподробнее рассмотрим понятие стабильности бензина. Значит, подзаголовок «Физическая стабильность». Что такое физическая стабильность? Это наиболее глубокие изменения свойства бензина, возможно в результате двух физических процессов. Нарушение однородности бензина вследствие выполняемое кристаллов высокоплавких углеводородов и испарение легкими фракциями. Кристаллизация углеводородов в стандартных отечественных авто бензинах происходит при очень низкой температурах, ниже минус 60 градусов Цельсия. Поэтому при их использовании возможна эксплуатация авто в суровых зимних условиях без нарушения работы двигателя внутреннего сгорания, сокращенно ДВС, систем питания. То есть, проще говоря, если бензин соответствует всем своим качествам, параметрам, то он и в зимних условиях будет хорошо работать. Простыми словами. Естественно, до того, как бензин кристаллизуется. А кристаллизуется он при минус 60 градусов Цельсия. Следующее – это химическая стабильность. Что такое химическая стабильность? Это изменение свойств бензина может произойти и вследствие химических превращений его компонентов и в первую очередь в результате окисления непредельных углеводородов. То есть имеется в виду, что такое окисление? Это разложение бензина, то есть он просто не несет свою технических свойств. То есть бензин становится плохого качества, он становится бесполезен, простыми словами. Дальше. Образующие смолы при длительном хранении бензина. По мере испарения бензина смолы оседают на деталях карбюратора и впускной системе. То есть имеется в виду карбюратор не только в систему в целом, то есть есть карбюратор, есть инжектор и так далее, двигатели. А имеется в виду карбюрация, это насыщение бензином кислорода. Вот это все называется одним словом – карбюрация. Прошу обратить на это внимание. В необходимых количествах они также проникают и в камеру сгорания, где вместе с несгоревшими топливом и маслом образуют нагар, оказывающий вредное влияние на работу двигателя ДВС. Степень осмоления бензинов определяется содержанием в них фактических смолов, всех смолообразующих продуктов, остающимся в стеклянном стакане после полного испарения из него в струе воздуха 25 мл используемого бензина. И вот я, собственно, привожу пример, где находится бензин. То есть это бензобак, топливный провод, то есть по которому идет бензин из бака в двигатель. Естественно, там присутствует фильтр очистки,
ручной насос. Дальше идет в двигатель через вместе с карбюратором, вот это где карбюрация происходит. И дальше уже идет в двигатель. Но о таких вещах я буду говорить более подробно в устройстве автомобиля. Все соответствующие ссылки будут, естественно, в описании к видео и в описании под видео. Ну и что в конце хотелось бы сказать. Это ГОСТами нормализует содержание в бензине фактических смолов. И на месте потребителя в качестве присадок к автомобильному бензину, препятствующих их осмолению, используют древесно-смольный антиокислитель в количестве 0,050-0,015%. Ну, то есть, чтобы бензин как можно дольше не терял свои эксплуатационные свойства. Но от себя я хотел бы что добавить. Выбирайте правильные автозаправки, не те, которые попались, а как-то узнавайте, где качественный бензин, где, ну, в общем, делают по всем правилам, по всем нормам, не нарушают правила безопасности и так далее. Ну, из сегодняшнего видео то, что я хотел рассказать, это все. Поэтому всем спасибо. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальцы вверх. Также пишите в комментарии, если есть у кого-то какие-то вопросы. С удовольствием прочитаю, проанализирую и учту в будущем. А также ставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И добавляйте, пожалуйста, ко мне в различные соцсети. Я лично этому буду рад. А также, пожалуйста, обратите внимание на подсказки, на мои вопросы, на какие темы вы бы хотели, чтобы я еще записывал свои видео. Всем спасибо. Ну, на этом всем спасибо и до новых встреч.